Всем привет, дорогие друзья! С вами Кирилл Орешкин, и я надеюсь, вы уже скачали наше приложение для iOS и Android. Если нет, то просто заходите и скачивайте, оно бесплатное и очень классное. Ну а в эфире лучшие реплеи недели, и сегодня вас ждут очень везучие снайперы, урок командной игры от захватчика и еще одна новая номинация. Но сначала, как всегда, разогрев. Начнем разогреваться на Прохоровке. Вашему вниманию представлены два сценария для Е25 на этой карте. Сценарий номер 1. Едем во всеми любимые кусты на Е1, попадаем под обстрел и доблестно отступаем. Все стандартно. Сценарий номер 2. Едем во всеми любимые кусты на Е1, начинаем обстреливать врагов и смотрим, как снаряды начинают исчезать перед тигром. Дикер Макс там стоял. Никакой черной дыры, только шутка от Эдди Мерфи. Твой танк настолько толстый, что за ним можно тигра спрятать. Извините. Продолжим разогрев на карте Северо-Запад. Мало кто знает, и вообще-то это большой секрет, но Т-34 — джедай. Невезучий джедай. Ну вот кто при счете 5-13 хочет увидеть, как на него несется Батчат? Так, как там учил Йода? Применяем силу и вуаля! Батчат утоплен. Вот только на каждого джедая найдется свой ситх. Сила темной стороны не такая изящная, но не менее действенная. Видимо, наш джедай был рожден под несчастливой звездой смерти. С северо-запада переносимся на Рыбацкую бухту. Помните Хелкета, которому нужен был стимул, чтобы начать нагибать? Так вот, Лорейну стимул не нужен. Он начинает нагибать ровно тогда, когда наконец доест и начнет играть. Ну вот, пора. И все равно, что счет 10-13. Я сыт и готов крушить. Фуловый Ваффендрагер получает красивую двоечку на 1600 единиц. А МХ-12Т показывает, как не надо крутить. А потом еще смена позиции, сбитие захватов вслепую, убийство Лоры и Пантеры. Нашу базу захватили на 100%, и это не беда. Выстрел на последних секундах приносит Лоре победу. Эх, вот бы так сначала боя играл. Но война войной, а обед по расписанию. А вот и новая номинация – «Клановые войны». Как несложно догадаться, посвящена она будет сражениям кланов. Здесь команды не знают, какой сетап выбрали их враги, и единственный способ выяснить это – засветить противника. Итак, в номинацию «Клановые войны» попал бой на карте Заполярья между кланом Валькирия – Пираты и кланом Пакманы. Состав Валькирии на этот бой насчитывает аж 8 артиллерий, и я думаю, вы уже догадались, что это значит. Первый засвет и два вражеских Т-110Е4 и Хэвик сразу оказываются под градом чемоданов. Еще один бат Валькирии проходит по банану и добирает объедки, которые ему оставили союзные САУ. Жаль только, что больше пострелять ему не удалось. Скорее всего, вражеская арта. На некоторое время наступает затишье. И вдруг, как гром среди ясного неба, наверху карты Батчат засвечивает 4 вражеских семерки, идущих по второй линии. Все ясно. Это раш. Команда соперников поняла, что в сетапе Валькирии преобладают артиллерии, и раш — это единственный шанс ухватиться за победу. В центре объявляются еще два вражеских Батчата. Соперники попадают под артиллерийский шквал. Казалось бы, сейчас Пакманы должны прорвать француза и Т-110Е3, но бат Валькирии отыграл просто отлично. Он забрался на гору и на протяжении нескольких минут подсвечивал всех врагов. В это время два Е-100 Валькирии успели перебазироваться ближе к прорванному флангу. И когда Пакманы все-таки уничтожают Т-110Е3, их уже готовы встречать. По другому флангу идут два Хэвика и Т-110Е4. Этот десантный отряд уже разделался с Е-100 и начал перерабатывать артиллерию. Такой маневр вынуждает соток Валькирии разделиться. Один едет защищать арту, а второй на дуэль с 7-м ИСом. Т-110Е4 уничтожен, но вражеский Хэви успевает забрать еще одну арту. Счет 10-11, и сейчас Е-100 надо сдержать двух Хэвиков. Сотка выкатывается на 57-го и бьет ему в гуслю. 161 единица прочности не мешают врагу хорошенько помять немца. Теперь он на один выстрел. Второй Хэви, который доблестно стоял последние 2 минуты, заезжает сотому взад и не пробивает его. Да еще и на КД уходит. Е-100 добивает шотного Хэвика и почти сразу его забирает вражеская арта. Е-100 на полке наконец разобрался с семеркой. Счет 12-12, и нас ждет решающая дуэль. Е-100 против Т-57 Хэви. Немец приближается к месту, где в последний раз был американец. Сотка в засвете. Арта разряжается по Хэвику, но враги делают то же самое с Е-100. Барабанщик еще успевает выстрелить с тяжа, но все-таки снаряд немца оказывается решающим. Добить две оставшиеся арты,
дело техники. Победа Валькирий. Все участники команды получают медаль и золото. Ну а у зрителей я хочу спросить, как вам новая номинация? Оставляйте свои ответы в комментариях, мы все их обязательно читаем. Почетное звание захватчика недели уходит игроку с ником Факел 346 на Центурионе МК1. Закинула нашего героя и его взводных товарищей на карту степи, в бой к десяткам. Что в таком случае делать? Конечно, быть танком поддержки. Прорыв в аллее начинается не очень приятно. Наш британец теряет больше половины здоровья, а взводный Тигр-2 и вовсе превращается из участника боя в простого наблюдателя. Грамотная поддержка и организованные действия все-таки позволяют союзникам перейти в атаку. Но если массированное наступление заканчивается удачно на одном фланге, то на другом полная катастрофа. Слились все. Теперь думать некогда, надо воевать. Так рассуждали бы многие, но только не наш герой. Он решается на захват. Недобрые взгляды врагов заканчиваются попаданием от арта-бата, и у Центуриона остается 4 единицы здоровья. Британец одной гуслей в ангаре, но ему на помощь приходит верный товарищ. Вот для чего надо играть взводом. Т-34 закрывает Центуриона и начинает принимать урон на себя. Счет 6-9, и враги вот-вот полезут из всех щелей. ФВ-215Б, он же любитель ваншотов, добивает взводного собрата и становится очень тихо. Союзный Т-54Е1 тоже стоит на захвате, но и он понимает, что эта тишина обманчива. Так и есть, враги вновь появились. Американец быстро отправляется в ангар, но оставшиеся союзники точно знают, что надо делать. Центурион продолжает прятаться за трупом Т-34. Батчат выскакивает на соперников, чтобы отвлечь внимание на себя. Вражеская ФВ уже прицелилась в Центуриона и... забрали ФВ! И союзного Батчата тоже. Единственный, кто может сейчас помочь, это Тартойс. Главное, чтобы успел. Враги начинают наступать все активнее. ВЗ выцеливает нашего захватчика, выстрел и... без урона. Зеленая полоска продолжает расти. Як-Тигр ближе всех и... вот и Тартойс. Союзник забирает немца, и есть победа. Фантастика! Отличная игра и прекрасное взаимопонимание всей команды помогли игроку с ником Факел 346 стать лучшим захватчиком на этой неделе. А еще я решил, что нельзя не отметить самоотверженный поступок Т-34. Он тоже получает специальную медаль. Так держать, бойцы! Отличником этой недели становится игрок с ником Зубер-1 на Т-57. Да, именно, это артиллерия второго уровня. И все равно, что у Зубера 19 тысяч боев. Может, он сына учит играть? Получается, это у него, кстати говоря, неплохо. На провинции частенько творится абсурд и безумие, но наш герой в подобном не участвует. Он подходит к любому бою основательно. Пока и враги, и союзники играют в доблестное стояние, наша САУ не жалеет снарядов и пытается обстреливать неприятелей вслепую. Где-то здесь светился враг, так чего бы не стрельнуть туда. Такая игра приносит хорошие дивиденды. 4 из 9 убитых врагов – заслуга Т-57. Вражеский Т-1 заставляет перейти Зубера в ближний бой. Пулеметная очередь отняла у нашего героя почти половину здоровья, но задавить звезду командных боев авторитетом было не так сложно. Отправляемся к своей базе и успеваем заметить, как догорает последний союзник. Ну что ж, 5 фрагов есть, 5 фрагов осталось. Быстренько уничтожаем горе-захватчика на базе и снова переходим в режим рукопашного боя. На этот раз Т-2 Light. Светляк отчаянно пытается закончить бой, но Т-57 и из этой дуэли выходит победителем. Аккуратный засвет и несколько метких выстрелов избавляют американца от еще одного врага. И теперь надо подготовиться к захвату. Меняем дислокацию и ждем. А вот и Т-7 Кар. Враг метается по базе как сумасшедший, и выцелить его непросто. Неточный выстрел обнаруживает нашего героя. Пулеметная очередь врага критует артиллерия и оставляет 1 единицу прочности. Еще несколько секунд, и все-таки 9-й фраг. Остался последний. Пушка до сих пор критована. САУ держится на скотче и слезах экипажа, а заряжающий жонглирует 3 оставшимися снарядами. Обнаруживаем вражескую Су-8. САУ пытается спрятаться. Первый выстрел – промах. Еще 2 попытки есть у нашего героя. Выстрел – есть. Победа! Отличные действия и такое редкое явление, как грамотная игра арты на провинции, однозначно заслуживает звания «Отличник недели». Вот так надо обучать молодежь. В номинацию «Снайпер» у нас сегодня попали не совсем снайперы. Я бы назвал это «Хит-парадом удачи». И начнем мы его на Руинберге. Итак, представьте, что вы ФВ-304.
Ну, вы поняли. Вы такой красивый, знатный британец. Вам наплевать на то, что вы на городской карте. Вам не до сантиментов. Вы настоящий воитель. Вы выбиваете всю дурь из врагов. Хорошо, да? Вот только любой шальной светляк, который просто зажал кнопку W, может вам все испортить. Неприятно. А знаете, как решается эта проблема? Да вот так. И к черту сведения и ёлкины 65 км в час. Я могучий артовод. Бойтесь меня. Рррр. Продолжим унижать светляков на Виндшторме. Что, унижать слишком грубо? Да он заслужил. Вы только посмотрите, что ВЗ себе позволяет. ИС-7 воюет в городе, ВЗ где-то светится. ИС-7 возвращается сбить захват, ВЗ стреляет. ИС-7 стреляет по ВЗ, а тот убегает. Да он полкоманды успел взбесить. Светляк пускается на утек, но банда из семерки и 3 его союзников на хвосте. Советский тяж выезжает на линию прострела, ЛТ пропадает из-за света, выстрел и есть. Смотри мне, больше не смей так дерзить. Чтобы прочувствовать всю эпичность последнего попадания, нам придется показать весь бой вплоть до решающего выстрела. Итак, Су-18 закинула на Энск в бой к 3-м уровням. Начинается все стандартно. Танки начинают ехать. Чуть вперед, теперь встать поудобнее. А ну-ка, ну, как бы все. Это и был выстрел. Т-57 убит. Лучшим воином этой недели становится игрок с ником TeenWolf96 на Е-75. С самого начала боя немец отправляется в город и начинает торговать своей массивной тушей. Делает он это очень даже неплохо, вот только счет 0-6 спустя 2,5 минуты – это плохой знак. Е-75 пытается переломить ход боя, он танкует, грамотно выбирает цели и помогает союзникам. Уже есть 4 фрага, и другой фланг слился. Совсем слился. Так слился, что на мгновение появляется красная полоска. Но либо враг просто проехал мимо, либо фраза «не бери, добьем» в очередной раз сыграла злую шутку. Как бы то ни было, немец забирает 3-го ИСа и отправляется воевать с конвоиром. Союзники добивают британца, и это была последняя помощь в этом бою. Е-75 остался 1 против 6. На горизонте объявился вражеский М103. Обмен выстрелами без урона, игнорируем попадание от тройки и едем давить. М103 все-таки пробивает немца, а снаряд Е-75 уходит куда-то в никуда. Надо быстро что-то решать. Выцеливаем М103 и таки отправляем американца в ангар. Легко добиваем Пантеру и готовимся к раунду с 3-м ИСом. Но нет, не 3-й ИС сейчас важен. Т-44 умер, но перед смертью оставил нашему герою 192 единицы прочности. И тут же ИС-3. Выстрел и без урона. Везение чистой воды. Надо отступить. Нашему герою удается на время скрыться, но ненадолго. Чемодан от арты падает в метре от нашего героя. Но пугаться некогда. Изрядно поднадоевший ИС-3 снова объявился. Начинается игра нервов. Одним выстрелом советского тяжа не забрать. Ситуацию разряжает младший брат тройки. Враг решил появиться с той же стороны. ИС получает свою плюху, а тройка опять бьет без урона. Лед тронулся. ИС, который без цифр, зарядил фугасы и смог нанести урон, но смерть настигла его раньше. Тройка тут же решает воспользоваться перезарядкой Е-75. Выскакивает на немца, стреляет и... Ничего. Ответный выстрел не заставляет себя ждать, а финальный аккорд в виде тарана ставит жирную точку в этой затянувшейся дуэли. Юбилейный, 10-й фраг. Приятно, конечно, но есть проблема. Е-75 не самая быстрая машина, а база далеко и времени осталось мало. Вражеская арта может быть где угодно. Эх, была не была. Едем к вражеской базе и... Вот и арта. Е-75 мгновенно реагирует на неприятельскую САУ. Выстрел и победа. Соперник даже пикнуть не успел. 11 фрагов, куча медалей и, конечно, звание воина этой недели. Поздравляем! Ну а победителем прошлого выпуска стала игрок с ником Саша Волкова из номинации «Защитник недели». Именно его вы выбрали лучшим реплеем путем голосования в нашей группе ВКонтакте. Поздравляем победителя и вручаем ему дополнительную порцию золота. Ну а на этом у меня все. Не забывайте скачивать наше классное, удобное и бесплатное приложение ВГТВ. Просто пишите в поиске ВГТВ. И да, посмотрите через него последние выпуски ПВТ, они вам точно понравятся. А еще на канале Вот Фан проходят настоящие баталии на тему хороших и плохих статистов. Загляните и узнаете подробности. Вот Фан тоже доступен из нашего приложения, ну либо переходите на канал на Ютубе. Фух, вот теперь точно все. С вами был Кирилл Орешкин. Всем спасибо, всем пока.